Вы когда-нибудь задумывались, глядя на свою кошку, которая мирно спит в лучах солнца, что вы можете неосознанно отнимать у нее годы жизни? Это пугающая мысль, но недавние исследования подтверждают жестокую реальность. 8 из 10 домашних кошек теряют годы жизни из-за небольших, на первый взгляд, ошибок, которые мы совершаем ежедневно. Мы пропускаем уход за зубами, неправильно расставляем миски или не замечаем те самые тихие сигналы, которые кричат о помощи. Правда в том, что большинство владельцев не видят вреда до тех пор, пока не становится слишком поздно. Ваша кошка — это биологический шедевр, но она живет в мире, который мы построили для себя, а не для нее. Сегодня мы разберем 21 скрытых привычек и ошибок, которые медленно сокращают жизнь вашей кошки. Досмотрите до конца и будьте честны с собой. Сколько из этих ошибок вы допускаете прямо сейчас? 1. Ловушка сухого корма и жажда пустыни. Первая и самая масштабная ошибка начинается прямо у миски с едой. Большинство из нас считает удобным оставлять миску сухого корма полной весь день. Но вот чего вы, скорее всего, не знали. Ваша кошка — это животное, которое эволюционировало в суровых условиях пустыни. В дикой природе кошки почти не пьют воду в чистом виде, они получают ее из добычи, которая состоит из влаги на 70%. В сухом корме влаги не более 10%. Это означает, что кошка, питающаяся только сухариками, всю свою жизнь живет в состоянии легкого, но постоянного обезвоживания. Ее организм просто не приучен чувствовать жажду так, как это делаем мы. День за днем, год за годом это тихо и незаметно разрушает почки. К тому моменту, когда вы заметите, что кошка похудела или у нее появился неприятный запах изо рта, болезнь почек, скорее всего, уже перешла в запущенную стадию. 2. Ошибка локации. Почему вода не должна стоять рядом с едой? Вы можете подумать: хорошо, я просто поставлю больше воды, но кошка все равно ее игнорирует. Посмотрите, где стоит ее поилка. У большинства она находится прямо рядом с едой, это кажется логичным и удобным, но для инстинктов кошки это фундаментально неправильно. В дикой природе кошка никогда не будет пить там, где она ест. Вода рядом со свежей добычей может быть заражена бактериями. Этот инстинкт не отключился в вашей квартире. Расположение мисок вплотную друг к другу просто отбивает у кошки желание пить. Хотите помочь ее почкам? Отодвиньте воду от еды. Поставьте вторую миску в другой комнате, и вы увидите реальный результат. 3. Форма имеет значение усталость усов. Многие кошки пьют неохотно, потому что им не нравится их посуда. Глубокая и узкая миска заставляет усы-вибрисы постоянно касаться стенок. Это вызывает сенсорную перегрузку. Кошка делает пару быстрых глотков и уходит, оставаясь жаждущей. Замените это на широкую, неглубокую миску, и вы увидите, как гидратация защитит органы вашего сородича. 4. Тихая катастрофа в лотке, смертельная блокада. Сухое питание в сочетании с грязным лотком и стрессом приводит к одной из самых быстрых трагедий мочекаменной — блокаде. Это ситуация, когда кристаллы перекрывают канал, и мочевой пузырь не может опорожниться. Это особенно опасно для кастрированных котов. Если ваш кот снова и снова заходит в лоток, тужится, но ничего не выходит, это не запор и не каприз. Это экстренная ситуация. Токсины попадают обратно в кровь, и сердце может остановиться всего за 24-48 часов. Если вы видите это, не ждите утра. Берите ключи и езжайте в клинику прямо сейчас. 5. Миф о ленивой кошке. Скрытый стресс четырех стен. Мы привыкли считать, что расслабленный кот, спящий 16 часов, это норма. Но грань между спокойствием и недостаточной стимуляцией очень тонка. Кошка — это хищник, запертый в 4 стенах, где каждый день одно и то же. Когда охотничий инстинкт не находит выхода, он превращается в хронический стресс. Это не просто плохое настроение. Стресс подавляет иммунитет, вызывает воспаление мочевого пузыря и заставляет кошку вылизываться до залысин. Кошка, которая только спит, может быть не ленивой, а просто сломленной однообразием.
Всего 10 минут активной игры дважды в день дадут ей больше, чем любая дорогая игрушка, просто брошенная на пол. 6. Смертельная милота. Ловушка лишнего веса. Нам кажется, что толстый кот с круглым животом — это смешно и мило, но это убеждение тихо сокращает жизни кошек по всему миру. Лишний вес — это прямой путь к диабету, болезням суставов и отказу печени. Самое страшное случается, когда тучная кошка перестает есть хотя бы на пару дней. Тело начинает сбрасывать жир в печень быстрее, чем та может его переработать, вызывая жировой гепатоз, который часто смертелен. Лишняя ложка еды, которую вы даете, потому что она просит, это не любовь, это подготовка к катастрофе. 7. Мастерство обмана. Почему кошка скрывает боль? Ваша кошка устроена так, чтобы обманывать вас. Это инстинкт выживания. В дикой природе больное животное становится добычей. Поэтому кошки скрывают боль до последнего, пока физически не смогут этого делать. Сигналы бедствия почти оскорбительно незаметны. Кошка ест чуть медленнее, чаще прячется, спит в новом месте или запрыгивает на диван с трудом. К тому моменту, когда болезнь станет очевидной, кошка, скорее всего, страдает уже несколько недель. Внимательность к таким скучным мелочам — единственный способ спасти питомца вовремя. 8. Яд на подоконнике. Смертельная красота лилий. Если у вас дома есть лилии, уберите их сегодня же. Не завтра, а прямо сейчас. Лилии стоят в отдельном классе опасностей. Кошке даже не нужно их грызть, достаточно задеть пыльцу, а потом слезать ее с шерсти или просто выпить воду из вазы, где стояли цветы. Это вызывает острую почечную недостаточность всего за несколько дней. 9. Невидимая химия. Диффузоры и спреи. Наш дом наполнен запахами, которые мы любим, но которые кошки не могут переварить. Диффузоры с эфирными маслами, чайное дерево, цитрус, эвкалипт, мята выделяют соединения, для расщепления которых у кошек отсутствует печёночный фермент. То же самое касается спреев для уборки пола. Кошка ходит по нему, потом лижет лапы и медленно отравляет свою печень. Шир. Миска, которая всегда полна. Отключенная сигнализация. Когда еда всегда в доступе, вы лишаете себя самого важного инструмента контроля здоровья аппетита. Самый первый признак почти любой болезни от проблем с почками до боли в зубах — это изменение того, как кошка ест. Если миска всегда полна, вы не заметите утро, когда она съела вдвое меньше или пропустила прием пищи. Перейдите на 2 кормления в день. Это не просто контроль веса, это ваша самая ранняя сигнализация. 11. Биопленка — скользкий враг в поилке. Проведите пальцем по внутренней стенке миски с водой. Чувствуете скользкую пленку? Это биопленка — живой слой бактерий, который нарастает всего за сутки. Обоняние кошки намного острее вашего. То, что вам кажется нормальной водой, для нее пахнет затхлостью и гнилью. Кошка пьет меньше, и мы снова возвращаемся к повреждению почек. Мойте миску с мылом каждый день, а не просто доливайте воду. 12. Пластиковая опасность. Если ваша миска пластиковая — это часть проблемы. Пластик легко царапается, и в этих микротрещинах скапливаются бактерии и запахи, которые невозможно вымыть. Используйте стекло, керамику или сталь — это простой секрет здоровья. 13. Рот, в который никто не заглядывает. К 3 годам у большинства кошек уже есть стоматологические заболевания. Но проблема не только в зубах. Зараженные десны выпускают бактерии прямо в кровоток, откуда они добираются до сердца, печени и почек. Кошка будет продолжать есть, превозмогая сильную боль, потому что инстинкт приказывает ей терпеть. Плохой запах изо рта — это не норма, это предупреждение о том, что органы кошки могут быть под ударом. 14. Смертельные угощения со стола. Кусочек еды с вашей тарелки может казаться невинным жестом любви, но в наших блюдах почти всегда есть лук или чеснок. Даже в малых количествах они повреждают красные кровяные тельца кошки, вызывая анемию. Помните, кошки — облигатные хищники. Их организм не рассчитан на наше кулинарное разнообразие. 15. Дефицит высоты. Психология этажей. Для нас территория — это пол,
а для кошки это вертикальное пространство. В природе высота означает безопасность. Если в доме нет высоких полок или игровых комплексов, кошка живет в состоянии постоянного фонового стресса, ощущая, что ей некуда отступить. Мы уже знаем, что стресс делает с ее иммунитетом. Шелё. Ложь про блюдечко молока. Образ кошки с молоком – это классика, которая наносит вред. Большинство взрослых кошек не переносят лактозу. Молоко вызывает в их кишечнике брожение, спазмы и диарею. А длительная диарея – это прямой путь к обезвоживанию, которое для кошек фатально. 17. Наказание, которое убивает доверие. Крик, брызгалка или шлепки не воспитывают кошку. Кошки не связывают наказание со своим прошлым поступком. Они лишь усваивают, что вы – источник страха. Это разрушает связь, и в следующий раз, когда кошка заболеет, она будет маскировать симптомы еще тщательнее, боясь вашей реакции. 18. Наполнитель для хозяина. Сильные цветочные ароматы наполнителей созданы для вашего носа, а не для кошачьего. Тяжелые запахи и облака пыли раздражают дыхательные пути кошки и могут заставить ее отказаться от лотка. Кошке нужно что? То простое, без запаха и мягкое на ощупь. 19. Расческа как осмотр. Расчесывание – это не косметика, а еженедельный осмотр здоровья. Это лучший способ вовремя заметить новую шишку, болячку или залысину от стресса. Без вашей помощи проглоченная шерсть может заблокировать кишечник. 20. Открытое окно – синдром высотного падения. Хрупкая сетка или открытое окно в погожий день могут стоить кошке жизни. Внезапный охотничий инстинкт заставляет тело броситься вперед за птицей раньше, чем мозг успеет все обдумать. Падения приводят к страшным травмам внутренних органов и переломам. Только надежные стальные сетки могут гарантировать безопасность. Аршии. Операция, которую нельзя откладывать. Стерилизация и кастрация – это не только про котят. У нестерилизованных кошек каждая течка повышает риск рака молочных желез и пиометры, гнойного воспаления, матки, которая убивает почти без предупреждения. Для котов это избавление от хронической фрустрации и риска смертельных инфекций, передающихся при драках. Прежде чем закрыть это видео, сделайте одно. Честно посчитайте, сколько из этих ошибок вы допускаете прямо сейчас. Если у вас меньше 5 вашей кошки, с вами очень повезло. Если около 10 вы обычный человек, и вы только что успели заметить это вовремя, напишите свое число в комментариях. Я читаю каждый из них, и то число, которое вам страшнее всего написать, обычно и есть то, с которого стоит начать изменения. Помните, ваша внимательность – это единственный способ подарить вашему сородичу долгую и счастливую жизнь.